Ну, я помню, как я вообще первый раз его увидела. Моя подруга привела меня на Кисельный, и получилось так, что там была лекция Авадута Махараджа совместно с Маханчором, и очень много было людей, и все было крайне странно. Какие-то шутки очень странные были. И они были лысые. И подруга говорит: вот видишь, какие они странные. Но сегодня у них хоть прически нормальные, вчера они еще и лохматые были. В общем, а потом был Киртан, в общем, и уже после этого я не смогла покинуть эти стены. Он пришел давать лекцию там, на Крещатике в здании, там было много людей, и Шьямарупа попросила меня пофотографировать. Я просто фотографировала, как, не знаю, как бешеная. Я просто не могла с собой ничего сделать. Я просто снимала каждый жест, каждую эмоцию. И то, что он говорил, действительно настолько вроде просто, но и так глубоко. Короче, был там фестиваль, один из этнолайфов, и мы приехали туда с палатками на этот фестиваль, и утром часов в 7 утра, и при входе, прям у ворот фестиваля, увидели Махараджа, мы не знали, что это Махарадж, и спросили у него: а где здесь кришнаиты, куда нам палатки поставить? Он такой: да, вон там есть наш лагерь, ставьте палатки, ребят. И он нас сразу же послал на кухню резать огурцы. Я его увидела в Индии в контексте парикрамы на Картику, и меня вот это очень поразило, потому что он открылся именно со стороны духовного учителя и человека, который настолько глубоко понимает Вриндаван, потому что есть вещи, которые тебе открыться могут только через какую-то великую личность, через человека, который действительно глубоко и по-настоящему их понимает. Я второй или третий раз в храм приехал и как раз увидел в Томском храме Авадута Махараджа. И он мне показался таким достаточно серьезным. Когда я его узнал поближе, вот эта доброта из него и забота, она меня сразу взяла за сердце. Когда мы поехали в Узунжу, просто отдохнуть, это не фестиваль был, не какая-то встреча. И Махарадж туда заехал, тоже отдохнуть, буквально там на 2 дня, вообще мы даже не знали об этом. И это была какая-то встреча преданных, такая сначала за столом, потом около костра все сидели, и вдруг он начал разговаривать стихами и песнями, просто вообще ни одного слова без рифмы. Впервые я увидела Махараджа на фестивале Видалайф. Этнолайф это был еще в Сарачанах в 2006 году. Это было большое шествие, выносили Гирираджа Махараджа нашего московского в Сарачанах и несли прям по всему полю, к реке. В общем, это было 2 часа, наверное. Махарадж вел киртан и... Он пел и шел по харинаме, но в первое впечатление у меня было что тут происходит. Помню какой-то момент, что он приехал как-то прям перед самим фестивалем, и он такой зашел, и все люди вот прямо с каким-то таким детским восторгом увидели его, у всех лица так светились, все в такой дандават упали с такой радостью. Насколько Авадут Махарадж, он старался всех организовать, и все, чтобы Господь был удовлетворен. На меня, конечно, это очень глубокое впечатление произвело тогда. The first time I met Avadut Maharaj, I was very young, probably only 10 or 12. It was 96 or 98, and he was, at the time, Jagannath Vallabha. Gurudev really liked this person, and everyone liked him. He was just someone that you wanted to be around. We were in India with Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj, and he was in his Jagannath Vallabha Prabhu form, and he was coming from America and meeting Srila Gurudev and receiving the blessing and the mercy to preach in Russia, to return to Russia to preach.
Там была такая терраса небольшая в храме, и увидела, как он сидел, я гуляла с Артемом во дворе около храма, и увидела его, он сидел на диване, там было 2 таких плетеных дивана, и он сидел на диване с большим количеством людей, ребят, и что-то им рассказывал, очень активно жестикулируя, как он всегда, покручивая свою бороду. Потом я узнала его со многих других сторон. Вот, но тогда я просто его увидела в окружении большого количества молодых людей, он им что-то рассказывал, и все они смотрели на него с таким завороженным вообще выражением лица. И потом дальше я поняла, почему происходит. Давно это было, лет 10 назад. В Лахте. Немножко до этого я посмотрела, какой он образ жизни ведет. Он в своих репортажах на Ютубе рассказывал. Вот, поэтому меня привлекла эта личность, я подумала, интересно, чем можно было бы, ну, как-то быть полезным, наверное, в этом всем его действии. Вот. Ну, а дальше понеслось, как во сне. Мы познакомились с Ашьямой, с Вишвой, с самураями, а потом мы уехали в Индию и в Таиланд. Так прошло 10 лет. Мне нравится стрелять с ним из лука. Когда я жил в России, не было каких-то там приключений, или я думал, что я буду делать, я буду ходить в школу до какого-то там 11 класса, пойду в университет, не знаю, найду работу, буду 30 лет, потом умру, ну как бы. Но когда приехал сюда, что-то даже не думаешь о смерти, что ты умрешь уже, типа. Мне кажется, у него фишка в том, что он может сделать любого человека счастливым, вытянуть его из какой-то нудной жизни и переместить его в свою хорошую жизнь. He can cure my disease and he can take me to that happy plan. If it's drink and food, he's like Coca-Cola and pizza. He's really make you feel happy. If I want to know this person more and if I want to know his real substance, it's not enough because he's not Coca-Cola, he's not pizza, he's more than that. He take you like as family member. He not just think, oh, you come, you have some short time, you go, and he take you seriously. Я мало видела вообще таких личностей, которые настолько как-то жизнь настолько вот так проходит сквозь. Легко, не застревает. Как Гаспар Махарадж сказал, нам не найти лучшего друга, чем тот, кто дарует нам бесконечные возможности служить. Вот. И, кстати, он говорил это именно в контексте своего рассказа об Авадуте Махараджи. Если кто-то нам дает возможность служить, значит, он дает нам возможность жить по-настоящему. Иначе, потому что без служения это сложно назвать жизнью. Вот. И когда ты таких личностей встречаешь, ты понимаешь, во-первых, что Кришна реален, и также, что преданные реальны, и все, о чем идет речь. То есть в соприкосновении с теми, у кого есть вера, в нас самих просыпается вера. Честность, сила, смелость, открытость, доброжелательность, ну вот такие какие-то вроде простые вещи, но которые сейчас сложно, тем более столько в одном человеке, да. Его бесконечное сострадание на самом деле, вот бесконечное сострадание ко всем и каждому, и безусловная самоотдача. Я ему благодарна за терпение и за то, что он дарит нам свою любовь. Все эти люди, с которыми нам посчастливилось в последнее время познакомиться, они действительно иллюстрируют, насколько велика эта личность. Так понять Авадута Махараджа вообще нереально. Что бы в мире ни происходило, и что бы там люди не вытворяли, и, допустим, даже какие бы болезни не одолевали самого Махараджа,
он все равно это все как-то с улыбкой, с надеждой, с терпением, с позитивом. Это очень важный момент. Jolly is a word that I would use to describe him under all circumstances. Even when he's not well, when he's in difficulty, when everything's just so stressful, he's still jolly. Это офигительно чувствовать себя как бы частью такого комьюнити, которое поддерживает друг друга, где люди, где люди встречают тебя с открытым сердцем и готовы всегда поделиться своими переживаниями, и ты можешь тоже что-то Я вспомнила. рассказать. За то, что Махарадж видит в нас лучшее. Но он не только лучше, он видит в нас и плохое, и хорошее, и всегда может это плохое как бы нам самим тоже показать, чтобы мы его тоже увидели и что-то с этим сделали, да? Сразу же, да. Сразу же. Потому что эго дизолвинг. По-самурайски. И все. У него такой очень сильный внутренний стержень личности, такой, которая всю инициативу берет, как будто бы вот черпает изнутри, и ничто снаружи как бы не может его... То есть он ведет реально, лидер. То есть он непосредственный, непредсказуемый и очень теплый, добросердечный лидер. Стремление Махараджа, вот это огромное стремление привлечь как можно больше душ, привести к своему Гурудеву, подарить Гурудева, подарить милость. И вот за это я очень благодарна ему. Very grateful for his generosity. He gives shelter to so many, including myself, giving us a beautiful place to live, wonderful service opportunities. He's always full of faith in all of us and gives us a platform to serve, to use our voices. И, конечно же, за то, что он у нас есть, это вообще невероятный подарок такой, потому что в мире 8 миллиардов людей уже скоро почти будет, и, когда ты встречаешь людей, подобных ему, ты понимаешь, что действительно существуют уникальные личности, глубокие, духовные, неизмеримые во всех смыслах этого слова. Он делится с нами самым сокровенным для него, то есть учением его духовного учителя, этим настроением, этим пониманием, этим видением, этим направлением. Он делится с нами самым сокровенным своим знанием, и это бесценно. Как Махарадж, каким-то мистическим образом, когда у меня в жизни все плохо, и я хочу там вот-вот, я не знаю, думаю о каких-то странных, страшных вещах, он как-то неожиданно появляется, просто звонит мне, и просто поговорив со мной там 2 минутки, меня просто как-то мистически успокаивает, и у меня появляется оптимизм, энтузиазм жить дальше. Что делает Махарадж? Что? Когда мы приехали в Чингмай, тогда мы уже начали общаться, и тогда я понял, насколько классный он человек. Он добрый очень, умный, всегда находит выход, даже в самый кризис. Люди, которых он вместе собрал. За его всеобъемлющую какую-то доброту такую чувствуется рядом с ним, что он всех любит, всех обнимает, и по-отцовски так, как батек. То, что он дал для меня, для других, это то, что дал для него Гурудев. Эти идеи, они действительно не из этого мира, и они меняют твою жизнь, они переворачивают твое сознание, твое мировоззрение. Если ты это по-честному для себя принимаешь, то ты не можешь больше вернуться в ту прежнюю жизнь. Я ему благодарен просто за то, что он принял меня в свою семью. И как Шрила Гурудев, когда впервые приехал в Россию, насколько я помню историю, и Авадут Махарадж спросил его: а кого же вести к вам? Все уже в Искон,
Он сказал: ведите ко мне всех самых падших, а тех, кто более-менее там саттва, гуни, о них есть кому позаботиться. Вот, и за то, что взял меня на борт. В любом случае ты чувствуешь себя под защитой, и он действительно, та дружба, с которой он начинал наше общение, которую он предлагал, опять же, не я ему что-то предлагал, а вот эта его дающая природа, и его природа авадута, того, кто вне всякого закона и порядка, он перевернул мое представление о том, какие должны быть духовные учителя. Ну, для меня самое главное качество Авадута Махараджа, который он всегда проявлял именно вот в моем отношении, это, наверное, волшебный пендель. Вот. Рядом с ним я почувствовала, что я вот хочу что-то для него сделать. Ну, он именно тот мотор, который заставлял мои все шестеренки как бы крутиться. Благодаря ему у меня появилась возможность делать что-то, но не просто для того, чтобы получить какой-то результат или какое-то удовольствие в этой жизни, а делать что-то ради кого-то, ради чего-то высшего. Вот. Он создал такой мир, в котором мы все живем. То есть он очень отличается от вообще всего вокруг. Какой-то мир, наполненный смыслом и наполненный возможностями, и наполненный верой в нас же. То есть я на самом деле очень благодарна ему за то, что он верит в нас. Даже когда мы ошибаемся, и даже когда мы вообще ничего не умеем, и не хватает ничего, вот он верит, и он поддерживает, заставляет, открывает вообще какие-то совершенно новые возможности, новые перспективы и новые какие-то таланты прям в нас. Он всегда у всех старается даже походя спросить, как дела, то есть уделить какое-то внимание. Вот. Я точно знаю, что, может быть, это немножко такое личное, но я точно знаю, что то, что я умею сейчас, то, что я знаю сейчас, не было бы возможно без него. Работать в команде не всегда просто, в большинстве случаев это достаточно сложно. Это всегда очень интересно, и поначалу я очень скептически относилась, как такой материалист до мозга костей. Я очень скептически относилась к каким-то планам, каким-то которые мне тогда казались абсолютно эфемерными, но я вижу, что эти планы реализуются, все, о чем говорит Махарадж, все, о чем он мечтает, все, что он думает, как он говорит, уже существует в каких-то параллельных реальностях, нужно просто время, чтобы они проявились в этой, и это действительно так. А когда он купил тебе скейтборд? When he bought you a skateboard in LA, how did it influence you? Что он не только Махарадж такой, Дандават, но он классный. Благодарны за то, что он все время нас заставляет делать невозможные вещи и общаться с большим количеством людей, его преданных, и как бы не дает останавливаться на месте в развитии. То есть мы как-то вот идем все вместе, и это, наверное, очень здорово. Дорогой Авадхут Махарадж, я от всего сердца поздравляю вас с Яса Пуджей. Вы бесконечный источник вдохновения, радости, нежности, красоты. Я хочу, чтобы вы всегда были здоровы и счастливы. We're so blessed to have you in our lives, and we pray for many, many more Vyasa Pujas to celebrate with you. So be careful and take good care, and know that we're always ready to assist you. Чтобы у вас было больше сил, и вы с нами были еще очень много жизней. Дандават, Махарадж. И чтобы приходили новые
новые ученики, которые могут тоже присоединиться к Да, очень нужны нашей новые тусовке. ученики. Нужны ученики, Махарадж, надо прям вот сосредоточиться. Желательно такие прям вот профи в маркетинге. Сгенерить нужно команду. Да, в проект-менеджменте прям вот не хватает. Мы можем пожелать только себе, чтобы мы всегда были в тени ваших стоп, чтобы мы могли удовлетворить вас и быть в потоке служения под вашим руководством. Мы вас очень любим. Махарадж, Хари Кришна! Скажи. Кришна. Повезло, что я принял у вас посвящение, и благодарю вас, что вы, как наставник, рядышком всегда можно посмотреть ваши лекции, и вы в эфир выходите каждый день. Мы вам очень-очень признательны и очень-очень вас любим. Мои поклоны. Пусть ваша проповедь продолжает зажигать сердца всех живых существ. И я очень вам за все благодарна, и вы самый лучший, и физкульт хрю-хрю. Спасибо, что вы у нас есть. Очень счастливы впервые в жизни присутствовать на вашей Вьясапуджи вживую. Вот, очень благодарна вам за это, что вы в этот день в Чинмае. Дорогой Аватхут Махарадж, спасибо вам большое за то, что вы верите в нас, за то, что вы даете нам возможность. Спасибо вам большое, и очень надеюсь, что у вас будет, что вы себя хорошо чувствуете, если честно, что у вас будет хорошее здоровье, и что как можно дольше у нас получится находиться рядом с вами. Просто желаю вам как можно дольше жить и продолжать кутить, заряжать всех вокруг своим позитивом, своей энергией. Махарадж, не думала, что мне предоставится такая возможность. Не знаю даже, насколько я заслуживаю такой возможности на самом деле. Но я хочу поздравить вас и сказать вам, что мы вас очень ценим. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы делаете, за то, что у вас есть эти силы, у вас есть этот драйв, у вас есть эти идеи, эта смелость. Это всегда очень ценно. И, наверное, в этой жизни вы единственный человек, которого я встретила, вот такой, который показал столько нового, столько интересного и настолько захватил нас всех. You are the most amazing person that I have ever met, and I wish you health and just keep doing what you're doing. You're awesome. Махарадж, Вьясапуджи вас. Будьте с нами. Кря-кря! Кря-кря. 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 So this song is about big bowl thick noodles. So Avadhut Maharaj loved Chinese noodles, so I've sing this song, like a little bit. 儿时的回忆，从来不敢去相信，打扮能让你开心，但这却是我本意，也许是一种天意。切磋武艺，切磋一下，武林高手来一比高下，千军万马就一声令下，面国相继的全军一发。对着看着碗又大又圆，想举就要举起杯，你看这面又长又宽，小说看流泪，从来不相信魔鬼，有时生活特别累，别惨淡碗面别流泪，这碗大千万别虚荣心作祟，真心话，这大碗宽面也很贵。OK。